Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Ларри Лаффер, похождение Ларри Лаффера. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. А я же тут одну непристойную игрушку нашел, не знаю, может быть ей она пригодится или нет. Так, апартаменты Фейт, апартаменты Свингла. По-моему, в его комнате я видел нечто подобное. Так, взаимодействие. Мы видим в сейфе какая-то фигня. Надувной мужик. Отлично, берем его. Какой надутый индюк. Не прямо сейчас, а в общем. Ладно, уходим отсюда. Здесь вроде ничего интересного больше нету. Я предлагаю вообще прогуляться. Может быть, что-то где-то поменялось. Уходим из отеля и переходим в наши такие так называемые джунгли. Итак, смотрим что-нибудь новое. Так, вот это рвать нельзя, как я помню. Что? Кто-то тяжело дышит? Дверь туалетной кабинки. Заперто, но я слышу чье-то тяжелое дыхание. Там, походу, кому-то плохо, реально. Дырка. Тянет сквозняком. Тянет сквозняком? Ну-ка, погоди, я хочу приколоться. Сдутый надувной мужик. Клапан моего надувного приятеля как раз подходит к этой дырке. И что же будет? Это вещь должна... Блин, я это видел. Это было что-то. Ладно, пошли отсюда, посмотрим вообще, в каком состоянии наш плот сейчас находится. Его надо чем-то укреплять. Так, я надеюсь, она сейчас мне не скажет, почему опять я тут хлам разбрасываю. Лодка-пилотка. Конструкция уже идеальна. Не идеально, Ларри. Взаимодействовав с предметами, я понял, что надо вот эту штуку одеть сюда. Может, не лучшая защита от ударов с точки зрения эстетики, но главное, что она работает. Ларри, я согласен. Но это, конечно, трэш. Что у меня есть еще? Я забыл, ребята, надувного крокодила. Его тоже, оказывается, надо прилепить к лодке. Крокодил обеспечит идеальную защиту для одной стороны плота. А здесь у нас мужик надувной. И... ну, я ничего надувного в инвентаре больше не вижу, поэтому открываю еще раз. Нет, я не это открываю. Свой путеводитель минус 23. Ну, теперь мы должны приплыть. Получилось, мы выжили в этих волнах. Добавляй этот остров в навигационное приложение. Ларри, я выяснила, что кое-что о кладбище кораблей. В самом деле, судя по всему, капитан Манхэттен пытался установить маркиза, но огромная волна выбросила его корабль неудовлетворенный на риф. А корабль затонул с капитаном на борту. Значит, его ключ-камень мог затонуть вместе с ним. Возможно, ты найдешь какие-нибудь подсказки на острове. Ну, это логично, раз мы прибыли сюда. Это реально логично. Ну, ребят, я понимаю, почему остров Фаллос или скала Фаллос называется. Ну, тут комментарии, наверное, излишние. Я предлагаю пройти на скалу. Здесь что мы можем найти? Мы видим миску. Если попробую взять это существо, откусит мне пальцы. Блин, Ларри, не рискуй. А существо вот это, Сатоси, попугай какой-то. Так, ну с ним надо говорить, офигеть, говорящий ну, хотя, в принципе, попугаи и так разговаривают. Тихо, Полли. Аук! Не Полли, не Полли! Да я знаю, это не Полли. Мы уже обсудили это. Аук, аук. Не думаю, что он даст мне пройти. Аук, аук. В смысле? Я не взял для тебя печенье. Печенье, печенье! Именно у меня его нет. Нет, нет! Ты не получишь печенье. Если кто-нибудь пытается попасть внутрь, можешь съесть их. На сегодня тебе хватит. Хватит, хватит, хватит! Не думаю, что он даст пройти.
Аук! То есть, короче, что получается? Тупик в игре, что ли, ребят? Я не понял. Что еще по диалогам? Хватит. Демон. А, ну он передразнит. Он такой же сообразительный, как ты. Тихо там, нужно сосредоточиться. Нельзя мешать революции в международной финансовой системе. Не думаю, что он даст пройти. Короче, понятно. Все диалоги говорят о том, что эта птица или эта драная курица, она не даст мне пройти. Я, в принципе, долго ходил, шлялся, я не знал, чем заняться, но потом мои скитания наткнули меня на кое-какие мысли. Итак, плывем. Я не помню, на вот этот, что ли, остров? По-моему, на этот. Ларри, я всегда хотела у тебя спросить. О чем? Какой жизнь ты назвал самой лучшей? Каким бы был твой идеальный день? Ну, я немного могу себе представить. Разумеется, я был бы счастлив в браке с красивой женщиной, которая делает всю работу по дому, пока ты отдыхаешь. Ни в коем случае. Ты считаешь меня настолько старомодным? У нас для этого была... Конечно. Я в свой идеальный день, я бы сначала вдоволь отоспался. Затем моя красавица жена позвала бы меня завтракать. Какая твоя любимая еда на завтрак? Я не понял, к чему этот допрос. Блинчики и побольше сиропа. Почему бы и нет? А какой напиток предпочитаешь за завтраком? Свежий черный горячий кофе. Конечно. И что ты хочешь, чтобы жена тебе приготовила за столом, да? За кого ты меня принимаешь? За какого-то шовиниста? Все это может сделать и домоработница. Ну а если буду домработница выходной, ну конечно я буду не против, если это сделает жена. Хорошо, я это учту. Я не понял, к чему эти вопросы. Но я, наверное, не сюда прибыл. По-моему, надо сюда. Или это остров Амазонок? А нет. Надо, короче, пройти, ребята, обратно за водопад, где мы уже с вами были. И, наверное, мы поговорим с Кайлом и Финли. Что вы делаете на острове? Мы приехали на галактический фестиваль. Это должно было быть единственное в своем роде галактические твари. Там много разных занятий музыки. Обещали, что не будет ничего невозможного. И женщины. Да, должны приехать множество звезд. Но они не приехали. Полный облом, никаких звезд, и мы почти утонули. А потом начался шторм. В общем, катастрофа. Но мы нашли единомышленников и подумали, организуем ролевую игру. Я понятия не имею, что у вас за ролевые игры. У нас ролевые игры с живым действием. Мы применяем на себя роли персонажей, которые можем себя отождествить, или тех, кто полностью нас отличается. И потом на время погружаемся в мир фантазии. Они дебилы. Звучит вполне неплохо, но все зависит от умений гейммастера. Он ведет нас по миру фантазии, а если у него это не получается, к сожалению, гейммастера у нас сейчас нет. Угу. А почему в вашей игре нет женщин? А их такое не интересует. Ни одна не захотела, чтобы мы ее спасли, а мы так классно делали. А ведь им даже надо было, не надо было что говорить, просто сидели бы здесь и все. Разве мы так много просим? А теперь все это только воображение. Надо было мне в молодости действовать так же. Мне 29. Ему 29. Жесть. Ладно, мне нужно идти. Ребят, наверное, надо взять сухой завтрак для нашего попугая. Ну, теперь, наверное, вот эти хлопья мы дадим попугаю. Так что, ребят, я предлагаю перемещаться на новую уже локацию. Отправляться на Фалос гору. И, скорее всего, мы отдаем корм. Давайте вот так прям на него наведем. Выглядит агрессивно, не буду кормить его с руки. Давай в миску. Отлично. Ему, надеюсь, нравится. Надеюсь, у него диабет не разыграется. Эй, как ты сюда попал? Как тебе удалось пройти мимо Сатоси? Я гений.
У тебя есть чувство юмора, приятель. Подожди, ты же не серьезно? Нет, конечно нет. Я Ларри Лаффер. Чем вы вообще здесь занимаетесь? Ты находишься в штабе Парпа, который изменит мир. Ого, что продаете? Мы ничего не продаем. Мы делаем революцию в сфере платежей и шифрования в интернете. Вы должны заплатить за интернет? Мы не должны. Мы пираты. О боже, Докс, прекрати высокомерничать уже. Но мы пираты, как и бесстрашные буконьеры. Мы, так сказать, корпоративные пираты. Ты же знаешь, что такое криптовалюта, да? Чего? Ладно, значит, ты не знаешь. Мы изобрели революционную новую криптовалюту и назвали ее Клиткоин. Наш сверхсложный биткоин суперзащищенный позволяет с легкостью делать покупки с помощью какой-то фигни. Перед нами дрожит вся финансовая отрасль. Точно, и поэтому нам пришлось перебраться в международные воды, а не открывать офис в крупном городе. Они все нас боятся! Здесь нас не тронут, и мы можем спокойно держать серверы, на которых работает наша криптовалюта. Еще у нас здесь широкий простор в смысле возможностей водяного охлаждения. Да уж, воды здесь утопиться. Слушай, Ларри, ей придется научиться уживаться с ними, как мне с тобой. У нас пока есть проблемы со скоростью интернета, но мой маленький технический гений, верно, Докс? Нужно, ядру снизить нагрузку на серверы, поднять скорость передачи данных, уменьшить задержки. Это займет около получаса. Шикарно! Жесть, еле успел. Вам в пиратскую команду случайно не нужен компетентный старший помощник? В смысле, ты хочешь присоединиться? По крайней мере, он одет в матросскую форму. Я считаю, что команда уже укомплектована, лидерство ведения организации на моей ответственности. Докс отвечает за техническую реализацию, так что, как видишь, помощь мне не нужна. Эй, я тоже здесь? А, да, и правда. У нас даже место стажера занято. И заполнить вакансии непросто. Короче, заполучить вакансию непросто здесь. Хорошо. Ну, я ищу один корабль. Их здесь более чем достаточно. Старый парусник неудовлетворенный. Так я знаю его. Где он пришвартован? Он не пришвартован, он затонул. Мы погрузили рядом с ним сервер с водяным охлаждением, а так было ключ камня. Но нет, не особо внимательно рассматривая обломки. Мы здесь строим будущее, а не тратим время впустую на какие-то реликвии. Пожалуй, мне пора отчаливать. Но, блин, мне надо как-то проникнуть в ихнюю команду для того, чтобы все-таки найти этот корабль неудовлетворенный. Я предлагаю поговорить еще с кем-нибудь. В принципе, можно, тут взаимодействий полно. Поговорю-ка я с Сэнди. Привет. Я Ларри Лаффер. Я Сади. Сэнди. Сади же она. Есть планы на сегодня? Да, конечно, как всегда. Стоять и не мешать остальным меня игнорировать. И не знаю, как-то может кто тебя тут игнорировать. О, этим двоим игнорировать меня удается очень легко. Подожди-ка, ты ко мне подкатываешь? Конечно. О боже. Я что, радоваться должна, что меня хоть кто-то замечает? Теперь я уже не так уверен. Завязывай с этим, ладно, как скажешь. Наряд у тебя определенно пиратский. Лекак настаивает, чтобы я его носила. И говорит, что наш фирменный стиль важен для формирования имиджа. У вас штаб на острове практически недосягаем из-за огромных волн, которые разбивают все щепки. Вы беспокоитесь о маркетинге? Его не очень-то прошибешь логикой, но я уже начинаю привыкать к сабле. Возможно, она мне понадобится. Как ты тут вообще оказалась? Эй, я рассердиться могу. 2 недели назад я получила диплом. Что ты изучала? Управление бизнесом. Вот так я и увидела объявление о приеме стажировку в криптовалютный стартап. Я подумала, что это идеальный трамплин для меня. Несколько месяцев поработаю в Кремниевой долине, получив немного практического опыта, и если компания меня устроит, возможно, там и останусь. Вот и я здесь. По крайней мере, работу-то получила. Я единственная подала заявку. Лекаку от меня нужен только кофе, и он ведет себя как будто я у секретарши, и мне не разрешают участвовать в управлении компанией. Он говорит, что у руля может быть только именно он.
И при этом все, что он делает, это стоит снаружи, смотрит на море в телескоп и кормит этого полусонного попугая. Может, у тебя есть шанс? Вряд ли он держит меня здесь, только чтобы было разнообразие. Он ценит разнообразие, короче, я понял. Я могу помочь тебе в работе? Можешь помочь мне найти другое место. Ты ему не говори, что я ищу работу. Где-то ведь мои навыки должны пригодиться. Надеюсь, тебе придется снова переезжать. Так, капитан у вас странноватый. Во-первых, он не капитан. Понятия не имею, почему он носит этот наряд. А вот всю дорогу сюда он только и делал, что блевал через перила. Ладно, еще увидимся. И, короче, здесь в игре есть такой очень прикольный поворот. Вы, наверное, помните, что я брал брошюру на острове Амазонок, когда выходил из тюрьмы. Я, в принципе, старался все предметы собирать. И у меня должна быть, наверное, информационная... Стоп. Брошюра по найму. То есть брошюра по найму, еще раз повторюсь, на острове Амазонок находится, ребят. Итак, отдаем ее Сэнди. Тебя не радует эта работа стажера? Взгляни сюда, тебе наверняка понравится. О, и правда интересно. Возможно, мне и подойдет. Правда, придется смириться с их особенностями питания. О, я уверен, в столовой можно будет организовать веганский день. В любом случае, они очень ценят женский профессиональный опыт. И если у них будет что-то хорошее, целеустремленное руководство, думаю, да ты там сможешь принести реальную пользу. Ладно, где их найти? На острове Мохатана, ты их заметишь. Огромное спасибо, Ларри, сейчас же туда. О, как? Я увольняюсь. Ах, ты неблагодарная. Ну, самое время устроиться на работу. Можно мне стать новым стажером? Думаешь, справишься с работой? Мы здесь первопроходцы и разрушители устоев, и я все время что-то разрушаю. У тебя есть опыт? Я был стажером в Слифе. Фу, большая компания, устаревшие подходы. Когда-то были новаторами, но теперь... А на какой должности ты работал? Стриптизер, стажер. Ладно, можем попробовать. Отлично, что мне делать? Мне сейчас ничего не нужно, но может быть нужна помощь Доксу. Сейчас он что-то настраивает на сервере. Понятно. Ладно, пожалуй, мне пора отчаливать. Ну, я предлагаю поговорить с Доксом. Эй, что? Чем конкретно ты занимаешься? Я технический руководитель, у тебя наверняка много опыта. Еще бы, дружище, ты не представляешь, куда я вламывался. Помнишь отключение электричества в Новом Лос-Вегасе? Это я сделал. Но ведь электричество регулярно отключается из-за проблем с сетями. Так говорят власть имущие, чтобы успокоить людей. Да и если тебе что-то нужно из темного интернета, дай знать. Привет, я новый стажер. Можешь не мозолить мне глаза, я кое-что исправлю на сервере. Я могу помочь. Чувак, мне сначала надо вспомнить, где именно упал сервер. Почему может быть не только одно? Принеси мне энергетика. А то у меня концентрация снижается. Что? Неважно, главное, чтобы... Понятно. Ладно, я поищу тут что-нибудь. Эй, ты же играешь на ноутбуке. Ни в коем случае, смотри. Ты нажимаешь специальную клавишу и появляется электронная... Что? Ты это вообще понимаешь? Ты знаешь о технологиях больше, чем я думал? И во что ты играешь? Фотострайк. Впервые слышу, в чем смысл. Сотни игроков попадают на остров, где они пытаются убить друг друга. Почему бы им просто не установить большую... Чувак, ты не сечешь в играх, нужно убивать, а не сексом заниматься. Понятно. Короче, чуваку нужен энергетик, ребят. А мы в баре... брали зеленую хрень, получается, на самом первом острове. Отдаем ему. Какой энергетик тебе был нужен? Ага, хорошая штука, отлично. Я вспомнил, где мы прогрузили сервис водяным охлаждением. Координаты 11 и 3. Как можно... Так, когда взломаешь системы так жестко, как я, что может и заботиться, ты имел в виду, что играешь?
Молчать, стажер, проявляй уважение к начальству. Но если хочешь набраться опыта, разберись с сервером. Он слишком медленно работает, надо нажать кнопку турбо. Отсюда это можно сделать? Нет, только вручную на сервере. На прогруженном в море сервере, в месте, где только что вспомнил, я же сказал, проявить уважение к начальству. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Где водолазное снаряжение? Мне откуда знать? Я же сам туда не ныряю, у меня аллергия. Под водой? Прояви инициативу хоть раз, боже, современным стажерам все покажи да расскажи, ничего сами не могут. И вот наша серия, ребята, подошла к концу. Мы продолжим в следующей серии. Не переключайтесь. Всем пока.